Привет, друзья! Периодически буду делать такую подборку, чтобы новички могли освоиться в полимерном мире. И как только видео будут набираться в количестве 3-5 штук, я буду делать подборочку и выкладывать на YouTube. Приятного просмотра! Лучшие, на мой взгляд, лаки для полимерной глины, которые я люблю и использую в работе. Сохраняйте себе в копилочку. Darby Vernis глянцевый на спиртовой основе наносится на запеченную глину. Не оставляет следов от кистей, хорошо выравнивается, быстро сохнет. Я всегда наношу лак синтетической плоской кистью. Через час лак не липнет. Глянцевый лак в один слой дает ровный, хороший видимый блеск. После высыхания создается эффект слезы. Запекаемый лак цернит. Бывает матовый и глянцевый. Лак идеален для декора, который контактирует с водой, например, для посуды декорированной полимерной глиной. Образует прочную невидимую пленку, надежно защищает изделие. Лак наносится на уже запеченное изделие. Также наношу плоской синтетической кистью. 20 минут необходимо подождать, пока лак не впитается и не подсохнет, а только потом ставить запекать в духовой шкаф изделия. Аэрозольный лак Darby Vernis матовый и глянцевый. Матовый — это мой любимчик, по этому лаку есть обзор на канале YouTube. Спрей гарантирует равномерное распределение лака, подходит и для самозастывающей глины, кукол, картин и других поверхностей. Используйте лаки для защиты ваших изделий от влаги, повреждений и износа. Если вы думаете, что мягкая глина – это проблема, радуйтесь, потому что она свежая, а лишний пластификатор можно убрать с помощью обычной бумаги. Возьмите глину, раскатайте ее тонко на пастомашине, уложите между белыми листами бумаги и сверху накройте чем-то тяжелым. Через 20 минут вы увидите, как лишний пластификатор впитается в бумагу, глина станет более жесткой, и вы можете спокойно с ней работать. Как видите, никаких усилий вы не прилагаете. Вам просто нужно подождать, чтобы глина подсохла. Это куда легче, чем натирать старую глину на терочку, либо рубить лезвием на мелкие кусочки, заливать размягчителем и потом вымешивать долго вручную. Но в любом случае реанимировать старую глину также можно. Если вам понравилась такая рубрика в помощь новичкам, ставьте лайки, пишите комментарии, и я буду знать, что она действительно для вас важна. Профессиональные лезвия должны быть у каждого полимериста. Сейчас кто-то может из вас возразить и сказать, что обычные канцелярские ножи ничем не хуже, но я вам докажу обратное. Если у вас нет гибкого лезвия, то многие техники вам не подвластны, например, Макуме Гане, где нужно срезать тонкими пластами верхний слой квадратной трости, чтобы получать срезы с красивым рисунком. Если вы работаете с текстурными ковриками в технике Microshift или Hidden Magic, то срезать верхний фактурный слой глины подвластно только тонкому лезвию. При работе с кейнами также понадобится тонкое лезвие, иначе у вас будет огромный перерасход пластики, а при нарезке толстым канцелярским ножом трость будет еще и деформироваться, а рисунок в некоторых местах смазываться. Профессиональные лезвия не ржавеют и служат вам годами, а канцелярские идут на выброс уже через месяц-два их использования. А еще тонкими гнущимися лезвиями можно вырезать различные формы, с чем не справится обычная. Если вы со мной согласны, ставьте лайк, а я дальше буду вам советовать только самое лучшее и нужное.